Всем привет! Это очередной выпуск Хошимина, где мы вам покажем настоящий вечерний рынок Вьетнама и подробно расскажем про цены на еду и многое другое. Ну что, поехали! Ну вот мы вышли просто рандомно на остановке, где увидели рыночек, показать, мне кажется, настоящий Вьетнам, потому что Хошимин это такой очень большой город. Наше место, где мы живем, это все-таки такой цивилизованный жилой комплекс, а это вот где-то посередине. Такой вот городочек, называется Дианг. Можно увидеть вот такая вот кафешка, цены ниже среднего, вот где мы питались, такие цены у нас были только в специализированных магазинах. А тут можно встретить вот такую кафешечку, где можно что-то там заказать. Ну вот, выглядит вроде как аппетитно. Что нас очень сильно удивило, это когда мы стоим на тротуаре, на прохожей части, обязательно проедет какой-нибудь байк прямо здесь, и поэтому каждый раз, когда стоишь, вот чуть-чуть зазеваешься, и вот, например, байк едет уже, и, соответственно, нужно быть во всеоружии. Вот еще чуть-чуть местного колорита, можно увидеть колбаски такие вот. Это курица в кляре. И вкуснейший, необычный цвет такой. Ну что, может, будем пробовать, нет? Я купил вот одну такую штучку, она очень похожа на ту, которую я ел в Таиланде. Сейчас проверим. Заплатил 13 тысяч донгов. Переводчик переводит как наггет рыбный. В итоге это все поджарили, оно теперь выглядит не так, как в Таиланде, абсолютно. Очень острое и очень необычное. Такое ощущение, это как рыбная чешуя, и когда ты ешь, как будто бы какая-то икра лопается на языке, а внутри уже что-то наподобие между курицей и рыбой, действительно, но это ни то, ни другое. В принципе, съедобное, но вот эта вот чешуя, которая просто вот ужасно какая-то пережаренная, конечно, она не очень вкусная, но начинка реально вкусная, можно поесть, поэтому можем рекомендовать. Тут еще есть соус острый, но я уже не буду доставать, потому что остроты тут хватает, она абсолютно не пресная, она реально вкусная. Мы тут снимаем не в Хошимине, и сразу можно заметить отличие, да, что в Хошимине такой город цивилизованный, там очень большие широкие тротуары, всякие бутики, а тут уже... кстати, вот такие необычные фрукты, мы такие первый раз видим. Кто знает, напишите, как это называется. Манго, и вот это очень тоже вкусное. По-моему, хлебное дерево называется. И еще что сразу бросается в глаза, вот мы идем с этим пакетом уже метров, наверное, 300, и ни одного мусорного ведра. Помните, мы в Эфиопии в октябре снимали, эти урны были на каждом 20 метре вдоль улицы. А вот во Вьетнаме, видите, с мусором очень большие проблемы, к сожалению. На самом деле иду немного с боязнью, потому что нас предупредили, что могут вырвать телефон или камеру из рук. Поэтому так, на свой страх и риск и на удачу буду надеяться. Ну вот немного что-то из съедобного, хотя выглядит не совсем съедобно, наверное, да? Но вот такая вот небольшая забегаловка, где можно перекусить. Немного мне напоминает Индию, совсем чуть-чуть. Еще один флаг. Флаги повсеместно, их очень много. И тут мы идем по такой улице, знаете, она такая торговая. Тут очень много торговых точек, можно купить все, что угодно, от цветов до вот таких вот шлепок. Причем некоторые даже не слезают с байка, то есть останавливаешься, дают деньги и едут дальше. И именно тут уже, конечно, не встретишь туристов, уже нету наших соотечественников от слова совсем. Вот видите, мальчик едет с вентилятором. И вот эта улица, она просто бесконечная. Неудобно, конечно, по ней идти. А вот что я еще хотел вам показать. Если вы присмотритесь, то во Вьетнаме абсолютно все люди ездят в касках. Это не Таиланд, где местные там 2/3 без касок. Тут все в касках. И отличительная особенность этих касок, что они практически ничего вас не защищают. Они максимально легкие. И их производитель, по-моему, китайцы, насколько я владею информацией, практически все они вот с такими небольшими кепочками. Одно время просто вьетнамки очень сильно негодовали, почему нужно им всем носить каски. Каски это некрасиво, портят прическу, но потом Китай пришел на встречу и сделал такие вот довольно красивые, видите, где-то прям очень длинный козырек. Видите, они стоят вообще копейки, то есть если на наши, это практически 100 рублей. У нас не найти просто таких касок никогда. Отличительная их особенность, что они абсолютно ни от чего не защищают. А если их купить, взять со всей силы ударить о пол, то они просто разлетятся. Я просто не хочу тут мусорить. У меня была идея так сделать. Но это только во Вьетнаме можно встретить каску за 100 рублей.
Ну вот мы зашли в магазин, собственно говоря, где рядом стоят шлемы за 35 тысяч. Вот такой вот шлем уже стоит 710 тысяч. И этот шлем уже, конечно, ну, видно, что он защищает и очень хорошо. Также позади меня можно увидеть тоже хорошие шлемы. Но именно такие шлемы практически никто не носит, наверное, только иностранцы. Ну вот очень редко их можно встретить, в основном вот за 35 тысяч. Ну и во Вьетнаме, конечно же, как и в Таиланде, можно встретить вот такие вот билетики и испытать свое счастье. Вон видно, как люди ездят по тротуару. Когда я говорю, все время приходится немного говорить громко, потому что все время все очень громко сигналят. То есть это такое общение идет на дороге, ты выезжаешь на перекресток, ты должен посигналить. Вот видите, кто-то вообще в одних трусах ездит. Должен посигналить, чтобы тебя заметили. Вот выезжает семейная пара, 4 человека, 3 раза посигналил. Если едет машина, то у нее есть преимущество. Она может, в принципе, не сигналить, другие должны смотреть. И именно тут Маша купила сим-карту. А сим-карты вообще проблема в Таиланде, потому что ни в 7-Eleven, ни в Винмарте, нигде не продаются сим-карты. Хозяйка жилья повезла вот сюда Машу на байке, чтобы она купила сим-карту. Симка стоила 130 тысяч на месяц, 90 гигабайт. Ну и вот еще помимо красного флага со звездой, который практически на каждом углу висит, также можно увидеть и флаг Советского Союза. Еще во Вьетнаме можно увидеть такой вот разнобой все. То есть цветы продаются, тут сразу же какие-то шлепки продаются. Это уже домашние цветы. И совсем рядом продаются шейки. Но шейки, видите, не простые, а различные, видите, такие вкусовые добавки. А хочется просто попробовать вкус фрукта без всяких добавок. Ну и стоимость шейка в районе 20 тысяч донгов. Мы только что посмотрели в переводчике, это перевелось как сок для похудения, а это смузи. То есть тут не только смузи, но и вот такая вот зожная штука. Во Вьетнаме есть просто огромнейшая проблема, что Google переводчик тут очень странно все переводит. Мы заказали манго смузи, там было написано, но когда мы сделали переводчик, то показало, что вот это вот переводится, если по переводчику смотреть, жертвоприношение сметанного яблока. И поэтому мы не знаем, что мы заказали, сделали заказ, сейчас это все делают и вам расскажем, это все-таки манго смузи или же все-таки это жертвоприношение сметанного яблока. Только что я подсмотрел, ну вот такую вот штуку почистили. Она называется нойна, Маша говорит. Ну вот можно посмотреть, идет полным ходом готовка. Вьетнамка, к сожалению, ни одного слова по-английски не понимала, мы общались языком жестов. И еще удивительно, смотрите, прям вот дорога, да, где ездят люди, где всякие там можно, не знаю, вещи купить. И тут сразу же такой небольшой парк экстремального отдыха для детей. То есть вот клетушка буквально, не знаю, 5 на 5 метров. И вот девушка нас снимает на видео. Для нас это диковинка, а мы для нее, наверное, тоже диковинка такая большая. Еще раз хочу обратить внимание на дороги. Тут просто вот нескончаемо люди ездят на байке. Мы с Пашей обожаем этот фрукт, и очень-очень вкусный из него шейк получился. Если честно, в Таиланде мы не видели нигде, чтобы продавался шейк из этого фрукта вкуснейшего. И я ее вовремя остановила, когда она клала просто огромные ложки столовые сахара, потому что она так разбежалась с ним. Мы заказали наугад, просто тыкнули, потому что, к сожалению, по-английски не все понимают, даже ни одного слова, к сожалению, не понимала. И на удивление очень вкусно. В Таиланде тоже принято, тебе дают такую штуку и сразу закатывают полностью. То есть ты можешь с этим спокойно положить в сумку и ничего не разольется. Ты сам протыкаешь уже и идешь. Довольно бюджетно и довольно вкусно. Тут можно увидеть, продают джетфруты. Интересно, почем? Мы спросили, 1 килограмм стоит 35 тысяч донгов. На данный момент курс это в районе 100 рублей. Ну так, плюс-минус. Самое интересное, что все останавливаются, очень громко кричат, торгуются. Я спросил у продавца, продавец на меня смотрел, открыв рот. Хорошо, подошла вьетнамка и очень быстро мне по-английски сказала стоимость. Можно еще заметить, арбузы 20 тысяч, я так понимаю, за килограмм. Ну и также манго, бананы, тут вот прям валяются практически вот тут на дороге. Такой небольшой овощной рынок, но самый большой овощной рынок еще впереди. Мы сейчас туда дойдем и там уже более подробно расскажем про цены. Мы увидели вывеску, Маша говорит, что вот это вот название, пхо, название вьетнамского очень известного супа.
Мы сейчас сюда зайдем, попробуем и подробно все и расскажем. Хотели зайти в кафе, но тут выезжает на байке. Вот, сейчас зайдем. Тут, конечно, перевод ужасный. Это переводится как «я малыш». Это переводится как «я часто». А это я не помню, как переводится, то есть вообще непонятно, что это такое. А в этом кафе никто абсолютно не знает ни единого слова на английском языке. И Google переводчик, как вы видели, переводит нам все очень максимально криво. Но мы поняли, что вот это суп куриный с лапшой, и это тоже куриный суп с лапшой. Ну, собственно, чем они отличаются, мы не поняли. Но в итоге что-то заказали, сейчас посмотрим, что. Нам, как всегда, принесли овощи. Мы заметили, что абсолютно везде, во всех кафе их приносят. Суп фо – это самый популярный суп вьетнамской кухни. У нас в России его продают в ресторанах с ценами, начиная от где-то 400 рублей. А тут же это, наверное, такой самый популярный и самый дешевый суп, который продается практически в каждой такой уличной кафешке. И стоит здесь он всего лишь 40 либо 50 тысяч донгов. Это получается где-то в районе 150-200 рублей. Готовят этот суп на основе говяжьего бульона, причем очень долго, порядка 10 часов. То есть здесь с самого утра приходят обычно люди и начинают его готовку. И к вечеру его уже подают и продают. Ну вот, собственно говоря, именно тут и варится суп. Посмотрите, какой огромный просто чан, здоровенный. Ну что, нам принесли супчик, давайте пробовать его вместе. Такой бульончик, на самом деле, он, несмотря на то, что варился 10 часов, он не супер такой мега наваристый, он такой достаточно легкий, бульон. Нам уже принесли порции, они просто огроменные на самом деле. В Таиланде иногда замечают такие тенденции, что иногда приносят супчики и какие-то порции, которые, ну, честно говоря, как будто для детей. То есть съедающее ощущение такого легкого, иногда даже сильного голода еще остается, приходится еще что-то докупать. Во Вьетнаме, если тебе приносят суп, то это вот такой вот здоровенный чан. В принципе, тут две девушки идут кушать, то в принципе они спокойно могут вдвоем это съесть, а для мужчины это как раз вот одна тарелка, это такая тарелка, которая и нужна. Мясо тут не пожалели, в принципе, как и рисовые лапши тут не пожалели. Сейчас попробовал мясо. Мы пробовали уже рядом с нашим местом, где мы живем. Там мясо просто во рту таяло. А тут кусочки такие немного, знаете, как с подошвой такие. Может быть, или переварили, или наоборот не доварили, непонятно. Но если убрать особенность, то, что мясо немного твердое, так очень даже вкусно. Даже нам принесли лайм. Можно лайм подавить, будет, может быть, вкуснее. Так, в целом очень вкусно. Если по 10-бальной шкале, ну, наверное, 8 с минусов. Я удивлен, мы зашли просто в самую первую кафешку, такую абсолютно неприглядную, но очень даже съедобно. Единственный момент, о котором я забыл упомянуть, смотря различные другие блоги, очень многие говорят о том, что очень часто люди травятся во Вьетнаме. Я, конечно же, не всегда верю на слово, потому что я когда смотрел до приезда в Таиланд про то, что в Таиланде все травятся, но проживя там, наверное, еще в общей сумме, наверное, года два, вот, чтобы после какой-то уличной кафешки мы отравились, такого не было. Поэтому будем надеяться, что в этот раз будет все отлично. Если что-то будет не так, то мы, конечно же, об этом расскажем в следующем нашем выпуске. Очень странный набор тут растений. И вот это, как будто от одуванчика росло все вместе, взяли, сорвали. Нету какого-то вкуса, знаете, когда там ешь базилик или там укроп или лучок, кушаешь и масса каких-то вкусов, а тут ешь и что-то кисло, не очень приятное. То есть непонятно, что нам подсунули. Но будем надеяться, что действительно едят во Вьетнаме, и это съедобно. Удивительно, знаете что? Что здесь это суп самый такой простой, в самых обычных кафе, недорогих, для обычных вьетнамцев. А у нас же это практически какой-то деликатес, достаточно дорогой, то есть не самый дешевый. Вот. И, если честно, я не могу сказать, что он как-то сильно отличается каким-то нереальным вкусом. Ну и тут, в принципе, как в Таиланде, получается, что на первом этаже это такая забегаловка, а на втором этаже уже живут люди, которые, собственно говоря, тут и все готовят. Получается так, что эта кафешка держится на муже и жене, они вот стоят на кухне, помогает им ребенок, там вот мальчик 7-8 лет, он приносит всем тарелки с едой. И еще там 2 или 3 дочки, они все время что-то кричат, стучат. И в целом кафешка немного такая обшарпанная, грязненькая, если сравнить с Таиландом, даже какая-то совсем
плохенькая будет кафешка, она все равно будет чистой. Там будут чистые стены, будет красивое какое-то меню нарисовано. Пока что в этом плане Таиланд выигрывает, но это пока. Есть такой факт в Вьетнаме, который написан везде в интернете, что они прям под стол кидают мусор. Они реально кидают мусор на пол, ну или в лучшем случае в эту корзинку. Честно говоря, я думал, что я не съем всю вот эту большую бадью, но как-то так съелось само и очень даже наелся. А Маша вот не доела. Все-таки я был прав. Девушки могут смело делить одну тарелку на двоих, это будет то, что нужно. Все, мы наелись, идем дальше показывать местные переулки и рынки Вьетнама. Сдачу нам не дали, но мы, наверное, неправильно поняли. Получилось, что 2 блюда стоило 100 тысяч, то есть каждое блюдо по 50 тысяч. И еще, что меня удивляет во Вьетнаме, когда ты сидишь, особенно там, неважно, с камерой, без камеры, но тебя смотрят во все глаза. Если в Таиланде иногда смотрят только дети так пристально, а тут все смотрят, как будто бы ты, не знаю, с другой планеты, и у тебя перья растут на коже. По пути нашли еще такую вот небольшую макашницу, видите, всего 33 тысячи. Можно тут увидеть разные виды картошки. Ну, это все, конечно же, готовится на фритюре. Даже вот есть какая-то сырная палочка. То есть уличная еда во Вьетнаме, она, в принципе, тоже развита и довольно-таки это хорошо. Ну и практически все тут заведения такие вот без стекол, без дверей. Тут вот просто нету одной из стен, то есть просто такой вот здоровенный ангар. Можешь заходить, смотреть. Ну и получается на ночь полностью все закрывают вот такими железными ставнями. Потому что это не Таиланд, тут могут, конечно, что-то и украсть. Ходить по тротуарам просто невозможно, потому что идешь вот как вот тут вот. Даже устаешь от того, что нужно следить там за дорогой, тут за дорогой, потому что везде абсолютно байки, даже на тротуаре, везде какие-то продукты, что-то там продается, припаркованные байки, и очень устаешь от этого. Ну и периодически проходишь, и что-то очень сильно воняет. Но мы сейчас говорим скорее не про весь Вьетнам, да, потому что в планах в течение года-двух все-таки побывать еще на Фукуоке, это очень крутой туристический остров, а также в Нячанге, где тоже, мне кажется, там совершенно все по-другому. Мы показываем то, что видим на данный момент в Хошимине, даже, можно сказать, в пригороде Хошимина. И для нас, учитывая, что не видели еще весь остальной Вьетнам, тем будет интереснее потом вернуться сюда через какое-то время и уже попасть в другие города Вьетнама и потом сравнить. Ну и вот, можно заметить, тут те же супы, пхо бо и пхо га. Тут еще более-менее такая кафешечка, а вот сбоку можно заметить такие очень низкие стульчики. Не понимаю, как вьетнамцы на них сидят, это максимально неудобно, но тем не менее их очень много. А также, смотрите, какой нереально крутой барбершоп. Тут уже стоят такие мотоциклы подороже, но и видно, что очень солидный барбершоп, наверное, по солидной цене. Делают солидные стрижки. Ну и еще один прилавочек с большим количеством различных шпажек. Их просто нереальное количество. Ну и все это прям вот сразу на дороге. Вьетнамки очень стесняются, улыбаются, причесываются. Но мы идем дальше. Вот, видите, можно подъезжать вот так вот, даже не вставая с байка. Сразу же что-то просить, тебе там готовят. А это, по-моему, улитки. Да, у вьетнамцев улитки это прям супер крутое блюдо. Представляете, какое мое удивление, когда мы тут увидели KFC. И там людей, кстати, больше всего, больше, чем где-либо. То есть многие KFC выбирают такой большой альтернативе вьетнамских блюд. Во Вьетнаме еще вот принято вот такие вот штучки тоже продавать. Но они, да, более, наверное, китайские, но во Вьетнаме они тоже на практически каждом шагу. Ну и цены видно, да, 20 тысяч, 15, которые поменьше уже за 7, за 8. Ну и, конечно же, багеты. Багеты – это вообще отдельная история. Во Вьетнаме это просто топ-блюдо. Прелесть этих багетов в том, что ты можешь взять, выбрать себе любую начинку, также какие-то там овощи. И называются они бан ми.
Ну вот и цены мы увидели вот прямо на подходе к овощному рынку. Манго огроменные, 20 тысяч 1 килограмм. Ну, как правило, вот один манго, вот он 1 килограмм и идет. Это очень хорошая цена. Ну а за такие бананчики 12 тысяч всего, 1 килограмм. И тут уже можно видеть огромное количество яиц, они все просто разные. Посмотрите, просто на каждом лотке что-то подписано, то есть что-то куриное, что-то утиное, возможно, что-то тут продается, зародыш уже есть, это очень популярная тема, ну и так далее. О, смотрите, даже вот какие-то есть такие яйца, то есть это для нас вообще просто другая галактика. Изучать, не переизучать. Смотрите, какое интересное соседство. Продаются драгоценности, да, и сразу же слева тут у нас овощной рыночек, собственно говоря, на который мы и пришли. Сейчас покажем, что тут. На рынке можно купить абсолютно все, что угодно. Ананасы, мандарины, апельсины, манго. Все на нас смотрят. Hello. Все улыбаются, машут. Это, конечно, очень здорово. Ну и можно увидеть, что рыночек, он такой просто огромнейший. Там даже чуть дальше, если пройти, на деревьях развешаны такие красивые фонарики. Яблоки стоят 130 тысяч донгов за 1 килограмм. Сахарное яблоко стоит 100 тысяч донгов. Манго стоит 35 тысяч донгов. А это, по-моему, 40 тысяч донгов, да? Смотрите, еще какое интересное такое создание. Сказали, что это есть нельзя, это просто для украшения служит. То есть там Новый год какой-нибудь или еще что-то покупается. Очень интересно. Посмотрите, как много мяса тут на развес. Тут свинина, говядина, все что угодно. И, конечно же, есть печень. К сожалению, мы не сможем назвать все цены, что подписано мы говорим, потому что мы спрашиваем, на нас смотрят, улыбаются, не понимают, что мы спрашиваем. Мне кажется, сюда нога туриста ступает очень-очень редко. Это в основном уже, знаете, такие фаранги, которые тут давно живут, где-то рядом, и они уже могут на вьетнамском что-либо говорить. Но вот опять огромное количество различных яиц. Я причем попытался в переводчике посмотреть, там просто написано перевод на русском. Вид ронг или вид роунг. Смотрите, вот такой коробочке черные яйца. Это, наверное, как в Таиланде, столетние. Кто знаток Вьетнама, расскажите нам. Чтобы разобраться во всей кухне Вьетнама, конечно, нужно время. Мы вот приехали всего на пару недель. Если бы мы приехали на пару месяцев, то у нас бы хватило времени, чтобы более детально изучить. Ну вот как в Таиланде, да, мы прям, сколько мы прожили в общей сложности, 2 года, наверное. Мы уже практически про многие вещи что-либо знали и пробовали. И мне кажется, в другой стране, чтобы вот прям подробно все рассказывать, нужно тоже провести минимум там месяца 2. Тут уже морепродукты, конечно же. О, там курицы продаются. Hello. То есть интересное соседство. Морепродукты, а справа в клетке курица. Очень-очень необычно. Ну и тут, конечно, морепродуктов очень много. Но, опять же, мы спросили, нам никто не может ничего сказать. Так бы мы и цену озвучили. Ну вот мы уже дошли до той части, где фрукты, овощи практически закончились. Тут уже вещевой рынок. И смотрите, как красиво оформлен. Довольно симпатично. Но оказывается, это не конец. Вот справа еще продолжение овощного рынка. Ему тут ни конца, ни края. Мы решили взять сметанное яблоко 60 тысяч килограмм. Конечно, не сравнить с тайским рынком, потому что, не так чисто, да, и все время идешь, тебя кто-то сзади сигналит, обгоняет, подрезает. Но мы уже, наверное, пришли поздновато, сейчас 8 часов. Нужно было, конечно, сюда прийти днем, но почему-то мне кажется, что это вечерний рынок. Это такой знаменитый вьетнамский десерт, он делается из красных водорослей и кокосового молока. Мы очень хорошо закупились с Машей, не зря зашли в овощной рыночек вьетнамский. Это у нас, можно сказать, первое посещение вьетнамского рынка. И оно такое, конечно, впечатляет, потому что это не тайский рынок. А сейчас мы перемещаемся в наш жилой комплекс, где мы покажем цены в Circle K. Самое удивительное мы нашли в Circle K, смотрите, на русском языке бекон. Причем не только название, но абсолютно вся упаковка, все написано на русском языке. Очень удивительно. Тут иногда даже на английском не найдешь какие-то продукты, а тут на русском. Кофе мы обычно берем в Circle K. Цена такого стаканчика 20 тысяч донгов. Но мой любимый кофе, который я вам хотела показать, он стоит 15. Он с ментолом, невероятно вкусный, но его выбирают из меню.
горячий кофе, как в 7-Eleven, например, не найти. Тут только холодный. Но есть в отдельных кафешках, есть очень интересный кофе. Мы еще зашли в местную кафешку, которая называется «Монако». И заказали мы необычное кофе, конечно же, а то, которое не пробовали. Яично-молочное кофе. И оно выглядит вот так вот. Внутри желтовато-коричневый такой оттенок. И по вкусу очень что-то необычное. По вкусу как будто ешь безе, но которые еще не положили в духовку, чтобы оно готовилось. То есть кто там готовил и пробовал, ну вот примерно такой вкус, такой интересный. 45 тысяч донгов, это примерно наши 150 рублей. Тут чувствуется как кофе, так чувствуется что-то такое сладкое. И причем это не как водичка, а такое вот прям объемное действительно, как будто бы вот что-то не пьешь, а ешь. Что интересно, здесь достаточно в больших количествах есть вот эти вот куриные лапки. И, судя по всему, их вьетнамцы очень любят. И очень часто это закуска к пиву. Готовая еда тут, кстати, не всегда самая вкусная. Стоит в среднем 35 тысяч донгов, это порядка 100 рублей. Молоко здесь достаточно дорогое, 11 тысяч донгов, всего лишь 200 миллилитров. Всякие йогурты тоже немножко дороговато получается. Вот литр молока стоит 45 тысяч донгов. Это получается чуть меньше 150 рублей. Самое удивительное – это стоимость яблок. Всего 4 штучки стоят 170 тысяч донгов. Это примерно 450 рублей на наши. Кокосы стоят 24 тысячи, где-то 70 рублей на наши, но это твердые. И еще интересно из быстро готовящегося, это ребрышки, они стоят 43 тысячи. Мы вот вчера попробовали, в принципе, очень даже вкусно. Ну и в Circle K также можно купить эти китайские вкусные штуки с начинкой, а также можно заказать готовую еду, которую вам приготовят на этой кухне. Средняя цена довольно низкая, там 20-30 тысяч донгов. Это плюс-минус $1. В эту стоимость входит вермишель, яйцо и что-то типа фарша. На быстрый перекус отлично заходит. Это был обзор цен Circle K, и дальше мы идем в Винмарт. В магазине Винмарт цены немного ниже, и здесь есть наша любимая овсянка, которую практически нигде нету во Вьетнаме. Стоит 68 тысяч донгов, это порядка 200 рублей. И молоко здесь тоже на порядок ниже, да, маленькое стоит 8 тысяч, 7, а большое стоит 34 тысячи донгов всего лишь, это получается порядка 100 рублей. А молоко здесь на порядок дешевле, тут получается стоит 7, а в том магазине стоило 11, точно такая же упаковка, а большая стоит 34, в отличие от 45 в прошлом магазине. Получается всего лишь порядка 100 рублей. А хлеб для тостов стоит 12 тысяч донгов, это около 40 рублей. Йогурты стоят 5, 6, 7, 8 тысяч донгов, тоже на порядок ниже, чем в предыдущем магазине. Помидорки 19 тысяч, порядка 60 рублей, то же самое. И огурцы тоже порядка 20-15 тысяч донгов, это тоже порядка 60 рублей. Манго здесь, кстати, чуть побольше, они стоят порядка 25-30 тысяч донгов, это там 70-100 рублей. Значит, бананы на 25-30 донгов стоят, и папайя стоит 25 тысяч донгов, это всего лишь 75 рублей. Но если мы уже заговорили про отличия Таиланда и Вьетнама, то можно заметить, что тут есть такие специальные штуки, вот красные, они практически рядом с любым там 7-Eleven или каким-то Винмартом. И если человек приезжает там надолго, да, допустим, на полчаса, он уже обязательно ставит вот такую вот цепь. Это не Таиланд, где ты приезжаешь, ключ оставляешь в замке и там на 2 суток уходишь и приходишь, у тебя все на месте. А тут уже надо все-таки прицеплять. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!